Есть на нашей планете сооружения, глядя на которые даже современные инженеры разводят руками. Каменные глыбы весом в сотни тонн, поднятые и уложенные с ювелирной точностью. Стены, между камнями которых не просунуть и лезвие ножа. Храмы, построенные раньше, чем человек изобрел колесо и научился плавить металл. Их возводили тысячи лет назад, без кранов, без машин, без электричества. И до сих пор никто до конца не понимает, как именно это было сделано. Кто-то уверяет, что без помощи пришельцев тут не обошлось. Кто-то говорит о забытых технологиях исчезнувших цивилизаций. Но правда, как всегда, оказывается еще удивительнее любых легенд. Сегодня мы разберем 7 древних сооружений, которые, если верить здравому смыслу, люди просто не могли построить. И постараемся понять, как же они все-таки это сделали. Готовьтесь удивляться, ведь некоторые из этих построек бросают вызов самой логике, и почти у каждой есть своя темная легенда, которую мы тоже разберем. А в самом конце вас ждет то самое сооружение, возраст которого попросту не укладывается в голове. Досмотрите до конца, потому что последнее сооружение в нашем списке переворачивает все, что мы знали об истории человечества. Начнем отсчет. Номер 1. Великая пирамида Хеопса в Египте. С нее стоит начать хотя бы потому, что это единственное из 7 чудес древнего мира, дожившее до наших дней, и до сих пор одно из самых загадочных сооружений на планете. Только вдумайтесь в цифры. Пирамида сложена примерно из 2 300 000 каменных блоков. Средний блок весит около 2,5 тонн, но есть и настоящие гиганты весом в 50 и даже 80 тонн, которые каким-то образом подняли на огромную высоту. Сама пирамида когда-то достигала почти 147 метров и тысячи лет оставалась самым высоким сооружением на Земле. А построили ее около 4500 лет назад. Без единого крана, без колеса в привычном нам виде, без железных инструментов. И это еще не все. Пирамида ориентирована по сторонам света с точностью, которой позавидовал бы современный прибор. Ее грани смотрят почти идеально на север, юг, запад и восток. И ошибка составляет лишь малую долю градуса. Как древние египтяне добились такой точности, до сих пор вызывает споры. Веками люди не могли поверить, что подобное под силу человеку с медными инструментами и веревками, и рождались легенды о том, что пирамиду построили пришельцы или некая працивилизация. Но чем больше ученые изучают ее, тем яснее становится другое. Это творение именно человеческих рук, только рук десятков тысяч людей, работавших единой, невероятно слаженной силой. Недавно нашли даже древние записи одного из начальников работ, который описывал, как по реке доставляли для пирамиды каменные блоки. Оказалось, что строители были не рабами, как думали раньше, а вполне уважаемыми работниками, которых сытно кормили и лечили. И все же главная загадка остается. Как именно они поднимали и укладывали эти многотонные глыбы с такой точностью, мы до сих пор знаем лишь в общих чертах. Существует множество версий. Одни считают, что блоки втаскивали по гигантским наклонным насыпям, которые потом разобрали. Другие говорят о спиральных пандусах, обвивавших пирамиду по кругу. Но ни одна из версий пока не объясняет все до конца. И в этом главная притягательность Великой пирамиды. Ведь даже сегодня, обладая мощнейшей техникой, повторить такую постройку было бы задачей колоссальной сложности. А ведь когда-то пирамида была покрыта гладкими белыми плитами облицовки и сияла на солнце так, что ее было видно за много километров. Со временем эту облицовку растащили на другие постройки, и до нас дошел лишь голый ступенчатый костяк былого чуда. Пирамида хранит свое молчание уже 45 веков. Номер 2. Стоунхендж в Англии. Посреди зеленой равнины стоит кольцо из гигантских каменных глыб, и вот уже 5000 лет
Оно смотрит на восходящее солнце. На первый взгляд ничего сверхъестественного, просто большие камни. Но стоит копнуть глубже, и начинаются странности. Часть камней Стоунхенджа, так называемые голубые камни, весят по несколько тонн каждый. И вот загвоздка. Эти камни не местные. Их привезли из далеких гор Уэльса за 250 километров от места стройки. Только представьте, 5000 лет назад, без колесного транспорта и вьючных животных, люди каким-то образом переместили многотонные глыбы на расстояние, которое и сегодня займет несколько часов езды на машине. Зачем они тащили именно эти камни в такую даль, когда вокруг хватало своих, для ученых до сих пор загадка. А еще есть огромные внешние камни, сарсены, весом до 25 тонн. Их не только поставили вертикально, но и уложили сверху перемычки, будто гигантские каменные ворота. И сделали это так точно, что перемычки держатся на специальных выступах, словно детали конструктора. Но самое поразительное в другом. Стоунхендж – это еще и древняя обсерватория. В день летнего солнцестояния солнце восходит точно над одним из камней, а в день зимнего заходит строго напротив. То есть люди, у которых не было ни письменности в привычном смысле, ни приборов, сумели с поразительной точностью привязать целое сооружение к движению солнца. Долгое время считалось, что такое не под силу первобытным племенам, и Стоунхендж приписывали то волшебникам, то великанам, то все тем же пришельцам. Но археологи доказали, что его строили обычные люди, поколение за поколением, на протяжении многих веков. Это был колоссальный совместный труд целого народа. И все же вопрос, как именно они передвинули голубые камни через половину страны, окончательного ответа не имеет до сих пор. Некоторые ученые предполагают, что камни перекатывали на бревнах и перевозили на плотах по рекам. Другие допускают, что часть пути их могли протащить по льду. Но любой из этих способов требует труда сотен людей и долгих месяцев в дороге. И это делает Стоунхендж памятником не только древним камням, но и невероятному упорству людей, которые ради своей веры были готовы на такое. А для чего вообще нужен был Стоунхендж, спорят до сих пор. Одни видят в нем древний храм, другие – место погребений, третьи – гигантский каменный календарь, по которому древние земледельцы определяли смену времен года. Возможно, он был всем этим сразу. Ясно одно. Для своих создателей это место было настолько важным, что они не пожалели ради него ни сил, ни времени, ни целых человеческих жизней. Номер 3. Каменные истуканы острова Пасхи. Крошечный клочок суши, затерянный в Тихом океане, дальше от любого материка, чем почти любое обитаемое место на Земле. И на этом крохотном острове стоят почти 900 огромных каменных статуй, которые местные жители называют моаи. Суровые каменные лица с тяжелыми подбородками, некоторые высотой с трехэтажный дом, а самые тяжелые весят около 80 тонн. И вот главная загадка. Эти статуи вырезали в одном месте, в каменоломне на склоне вулкана, а потом каким-то образом перемещали на многие километры к берегам острова. Без колес, без тягловых животных, без подъемных машин. Как маленькое племя на затерянном острове двигало десятки многотонных исполинов, веками не давало покоя исследователям. Рождались самые фантастические версии, вплоть до того, что статуи двигали силой мысли, или все те же пришельцы. Но у самих островитян сохранилось удивительное предание. Они говорили, что моаи шли к морю сами. И, как ни странно, в этих словах скрывался ключ к разгадке. Ученые предположили, что статуи не тащили лежа, а перемещали стоя, раскачивая из стороны в сторону с помощью веревок. И когда это проверили на настоящей копии моаи, все получилось. Несколько человек, тянущих канаты по очереди, заставляли многотонную статую переваливаться с боку на бок
и буквально шагать вперед. Издалека и правда казалось, что каменный великан идет сам. Так древняя легенда о шагающих статуях оказалась чистой правдой. Только вместо магии за ней стояли смекалка и слаженность людей. Мало того, на головы некоторых статуй умудрялись водружать еще и огромные каменные шапки красноватого цвета весом в несколько тонн, поднятые на высоту в человеческий рост и выше. Как они делали это без всяких подъемных механизмов, тоже отдельная головоломка. Но остров Пасхи хранит и другую, более грустную тайну. Куда исчезла цивилизация, создавшая все это, и почему в какой-то момент островитяне перестали высекать своих богов, мы понимаем лишь отчасти. Судя по всему, крохотный остров просто не выдержал такой бурной жизни. Ради перемещения статуй и хозяйства островитяне свели почти все свои леса, и без деревьев их мир начал рушиться. Каменных великанов, которых они с таким трудом ставили, со временем опрокинули, и лишь спустя века их снова подняли. История острова Пасхи – это не только чудо смекалки, но и грозное предупреждение о том, как хрупок мир вокруг нас. Номер 4. Крепость Саксайоаман в Перу. Высоко в горах, над древней столицей инков городом Куско, стоят стены, которые ставят в тупик любого, кто их видит. Они сложены из циклопических каменных глыб неправильной формы, и некоторые из этих камней весят больше 100 тонн. Но поражает не только вес. Поражает то, как они подогнаны друг к другу. Камни разного размера, с десятками углов, уложены так плотно, что между ними невозможно просунуть даже лезвие ножа или тонкий лист бумаги. Ни капли раствора, ни цемента, только камень к камню, идеально, как части единого целого. И так стоят эти стены уже сотни лет, пережив множество землетрясений, от которых рушились здания вокруг, построенные гораздо позже. Как древние мастера без железных инструментов и точных приборов вытесывали эти многоугольные глыбы так, что они сходились без единого зазора, до сих пор остается предметом восхищения инженеров. Неудивительно, что и здесь родились легенды о том, что камни размягчали неким волшебным составом, или что стены возвела допотопная цивилизация гигантов. Но правда в том, что это работа народа инков и их предшественников, обладавших невероятным мастерством обработки камня. Судя по всему, мастера подгоняли камни методом терпеливой примерки, снова и снова поднимая и опуская глыбу, стесывая лишнее, пока она не садилась идеально. Это была колоссальная, кропотливая работа, требовавшая огромного числа рук и целых поколений накопленного опыта. Инки не оставили нам чертежей и записей, ведь письменности в привычном виде у них не было. Поэтому многие детали того, как именно строилась эта крепость, навсегда остались тайной, спрятанной в идеально сомкнутых каменных швах. Отдельно поражает и то, что многие из этих глыб доставляли издалека, из каменоломен, лежавших в нескольких километрах по крутым горным склонам, где и налегке идти непросто. А ведь Саксайоаман – это лишь часть огромной крепости, стены которой тянутся зигзагом, будто зубы гигантской пилы. Что именно вкладывали в такую форму инки, мы уже вряд ли узнаем. Испанцы, пришедшие сюда столетия назад, были так поражены этими стенами, что не поверили, будто их возвели местные жители, и предпочли списать все на нечистую силу. Номер 5. Пума-Пунку в Боливии. Если предыдущие сооружения хотя бы отдаленно похожи на дело человеческих рук, то это место способно по-настоящему сбить с толку. Высоко в Андах, среди развалин древнего города, лежат каменные блоки, которые выглядят так, будто их обрабатывали на станке. Идеально ровные грани, прямые углы, аккуратные пазы и отверстия, словно детали гигантского механизма. Некоторые блоки имеют форму сложной буквы, с симметричными выемками, повторяющимися с точностью едва ли не до миллиметра.
Глядя на них, трудно поверить, что это сделано вручную, тем более что камень здесь очень твердый, из тех, что с трудом поддается даже современным инструментам. Именно из-за этой машинной точности Пума-Пунку стала любимым местом сторонников теории о древних пришельцах. Мол, только инопланетные технологии могли так обработать твердейший камень тысячи лет назад. Но и здесь наука предлагает более земной, хоть и не менее впечатляющий ответ. Древние мастера, скорее всего, использовали каменные и бронзовые инструменты, песок как абразив и невероятное терпение. Они могли изготавливать шаблоны, чтобы повторять одинаковые формы снова и снова, что и объясняет ту самую машинную одинаковость блоков. Да, это отняло у них колоссальный труд и время, но никакого сверхъестественного вмешательства для этого не требовалось. И все же Пума-Пунку продолжает задавать вопросы. Мы до сих пор точно не знаем, как выглядело это сооружение в целом, ведь блоки давно разбросаны, будто какая-то могучая сила разметала их в стороны. Что за катастрофа обрушилась на этот город в далеком прошлом, остается еще одной неразгаданной страницей. Некоторые исследователи считают, что виной всему было сильнейшее землетрясение или даже наводнение, обрушившееся на город в глубокой древности. Ясно одно. Когда-то Пума-Пунку было величественным сооружением, спланированным по единому замыслу, а его создатели прекрасно знали, что делают. И тем обиднее, что о самом народе, построившем это чудо, до нас дошло так мало сведений. Номер 6. Баальбек в Ливане. А вот теперь приготовьтесь, потому что речь пойдет о самых тяжелых обработанных камнях, которые человек когда-либо поднимал. В основании древнего храмового комплекса в Баальбеке лежат 3 колоссальных каменных блока, которые называют трилитоном. Каждый из них весит около 800 тонн. 800 тонн. Это тяжелее, чем несколько груженных пассажирских самолетов вместе взятых. И эти чудовищные глыбы не просто лежат на земле. Их подняли и уложили в стену на высоту нескольких метров, идеально подогнав друг к другу. Но и это еще не предел. Неподалеку, прямо в древней каменоломне, лежит еще один вырубленный блок, который так и не сдвинули с места. Его прозвали камнем беременной женщины, и весит он, по разным оценкам, около 1000 тонн, а то и больше. Это один из самых больших каменных блоков, когда-либо обработанных человеком. Как древние строители собирались двигать и поднимать такие тяжести, не укладывается в голове даже сегодня, ведь и современной технике поднять 1000 тонн одним куском крайне непросто. Разумеется, вокруг Баальбека клубится больше всего легенд. Его называют то посадочной площадкой древних богов, то делом рук великанов, живших до потопа. Но археологи установили, что храмовый комплекс возводили в эпоху Древнего Рима, а римляне были непревзойденными инженерами. Они умели строить сложнейшие системы блоков, рычагов и лебедок, использовать наклонные насыпи и труд тысяч людей. Скорее всего, гигантские блоки перемещали именно так, медленно, по чуть-чуть, с помощью хитроумных приспособлений. И все же вопрос остается открытым. Ни в одном древнем тексте не описан точный способ, которым подняли эти 800-тонные глыбы. Мы знаем, что люди на это в принципе способны, но как именно они справились в Баальбеке, по-прежнему во многом остается тайной. Для сравнения, самый мощный из современных наземных кранов способен поднять груз в несколько сотен тонн лишь в особых условиях, а древние строители орудовали такими весами, имея под рукой лишь дерево, веревки и собственные мышцы. А еще интереснее то, что нижние, самые огромные блоки, возможно, уложили еще до прихода римлян, и тогда настоящие мастера, поднявшие трилитон, остаются нам и вовсе неизвестны. И, наконец, номер 7. Göbekli-Tepe в Турции. Мы приберегли его напоследок, потому что это сооружение переворачивает все, что мы думали об истории человечества. Представьте храм из огромных каменных колонн в форме буквы «Т»,
украшенных искусной резьбой с изображениями зверей и таинственных символов. Колонны весят до 10 и более тонн, аккуратно вытесаны и расставлены кругами. Ничего необычного, скажете вы, мало ли на свете древних храмов. Но вот что меняет все. Göbekli-Tepe построили около 11,5 тысяч лет назад. Вдумайтесь в эту цифру. Это старше египетских пирамид на целых 7 тысяч лет. Это старше Стоунхенджа. Это построено тогда, когда по всем прежним представлениям люди еще были простыми охотниками и собирателями, не знавшими ни земледелия, ни гончарного круга, ни колеса, ни металла. Считалось, что сначала люди изобрели сельское хозяйство, осели, построили города, и лишь потом у них появились силы и время на храмы. Göbekli-Tepe перевернула эту логику с ног на голову. Оказалось, что грандиозный храм построили еще до того, как человек начал возделывать землю. Возможно, все было наоборот. Не земледелие породило храмы, а стремление людей собираться вместе ради общего дела и веры заставило их осесть и научиться выращивать хлеб. Получается, само рождение цивилизации могло начаться не с поля, а вот с такого святилища. Кто именно и, главное, ради чего согнал сюда сотни людей таскать и тесать многотонные колонны в те дикие времена, мы все еще пытаемся понять. А самое удивительное, что спустя тысячи лет создатели Göbekli-Tepe сами намеренно засыпали свой храм землей, будто что-то похоронив под ним. Зачем они это сделали, остается, пожалуй, главной загадкой всего древнего мира. И это не единственный такой храм в тех краях. Рядом археологи находят все новые древние святилища того же невероятного возраста. А значит, целая забытая культура строила подобное задолго до появления первых городов. Только вдумайтесь, между строителями Göbekli-Tepe и постройкой пирамид прошло больше времени, чем между пирамидами и нами с вами. Мы буквально заново переписываем самые первые главы истории человечества. А загадочные звери и символы, вырезанные на колоннах, будто пытаются что-то нам рассказать. Вот только язык этих древних посланий мы пока так и не научились читать. Вот такими получились наши 7 древних сооружений, которые люди, казалось бы, не могли построить. И знаете, что их всех объединяет? За каждой из этих загадок в итоге стоят не пришельцы и не магия, а сами люди. Люди, у которых не было ни машин, ни точных приборов. Зато были терпение, смекалка и умение работать вместе, поколение за поколением, ради общей цели. Именно это и есть настоящее чудо. Не таинственная сила из космоса, а то, на что способен обычный человек, когда объединяется с тысячами других таких же. И все же полностью разгаданной не является ни одна из этих тайн. По каждому сооружению у нас есть догадки, но точного ответа, как именно все было сделано, нет до сих пор. Древние строители унесли свои главные секреты с собой. Может быть, именно поэтому эти сооружения так завораживают нас спустя тысячи лет. Пока тайна не раскрыта до конца, каждый камень продолжает задавать нам безмолвный вопрос, на который так хочется найти ответ. А как думаете вы? Какое из этих 7 сооружений поражает сильнее всего? И верите ли вы, что человек мог создать все это без всякой посторонней помощи? Напишите в комментариях. А если вам нравится вот так, шаг за шагом, разгадывать великие загадки прошлого, оставайтесь с нами. Ведь история хранит еще очень много тайн, которые только и ждут, когда их наконец раскроют.